Не поддавайтесь лени, не слушайтесь ее внутренний голос и готовьте эти соусы заранее. О, а вот и она. А чем это, интересно, тебе сметана и майонез не угодили? Сметана и майонез очень сильно нагружают нашу печень. Давайте ей поможем в и так очень сложный новогодний праздничный период. Ты, наверное, потратишь кучу времени для приготовления этих соусов. Нет, вы увидите, что на это потратится не более 5 минут, на 3 соуса. Давайте готовить. Ладно. Посмотрим. Друзья, всем привет! Скоро Новый год, а это значит, мы будем готовить очень много салатов и запекать разные вкусности в духовке. И для всех этих блюд нам, конечно же, нужна либо сметана, либо майонез. Поэтому сегодня я предлагаю приготовить 3 очень крутых соуса, которые заменят вам эти продукты. И они, конечно же, очень полезные. Кстати, мы уже начали для вас снимать новогоднее меню, где мы будем использовать именно вот эти соусы. Поэтому подписывайся на мой канал прямо сейчас, для того, чтобы не пропустить ни одного рецепта. Ну что, давайте готовить. Соус номер 1. Для первого соуса нам потребуются следующие ингредиенты. Это кешью. Кешью я вымочила предварительно ночью. Чем я люблю кешью? Кешью я люблю, потому что там очень-очень много железа. Тем, у кого анемия, возьмите на вооружение. Второй ингредиент – это семена подсолнечника. Семена подсолнечника я просто очень люблю, но особенно люблю, потому что там очень много витамина Е. А витамин Е – это витамин красоты нашей. Если вы не хотите морщин как можно дольше на лице, налегайте на семена подсолнечника. И третий ингредиент – это семена кунжута. Семена кунжута – это вообще наше все, потому что там очень много кальция. Красивые волосы, зубы, ногти, кости тоже красивые. Пожалуйста, кушайте кунжут. Также я добавляю сюда черную соль. Черная соль, она имеет специфический запах, но она прекрасно работает в таких сыроедческих блюдах, как, например, соусы и сметаны. Также у черной соли очень хороший минеральный состав, она не задерживает воду в организме. Затем немного лимонного сока. И я еще люблю добавить в этот рецепт яблочный уксус. Только берите натуральный, хороший яблочный уксус с маткой. Матка – это вот такая вот осадок вот такой вот внизу уксуса. Я не буду перегружать этот рецепт никакими другими специями. Почему, расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас мы это все взобьем на очень хорошей скорости до гладкости. Доливаем водички по чуть-чуть, чтобы сметана у нас не получилась сильно жидкой. Ну вот, наша сметана номер 1 готова. Почему я не хочу перегружать ее другими специями? Вот эту вот сметану я рекомендую готовить для блюд, которые требуют либо запекания, либо тушения. Если вы видели мой рецепт с полезными макаронами, то я использовала там именно кешью соус, и вы могли видеть, как он хорошо загустевает при температуре. Поэтому не нужны здесь никакие другие специи, так как они будут в основном в блюде. Итак, соус номер 2. Основной ингредиент – это тофу. Тоже очень полезный соус, потому что тофу – это источник растительного белка, как известно. Очень питательный, нейтральный вкус. Потом расскажу, в каких блюдах его лучше использовать. Мы берем тофу, прям вот так вот крошим его, не сильно. Для этого соуса я еще использую немного оливкового масла. Кстати, полные рецепты будут в описании под видео. Также лимонный сок, наша любимая черная соль и все-таки немного яблочного уксуса я добавлю сюда. А водички смотрите по возможности вашего блендера. Если он будет перемалывать все без воды, то она не нужна здесь.
Ну все, сметана номер 2 у нас готова. Сейчас ее консистенция будет немного жидковатая, но если вы поставите в холодильник на 2-3 часа, то тогда она очень хорошо загустеет. Я люблю использовать этот соус для заправки салатов, например, таких как оливье или селедка под шубой. Он тоже достаточно нейтральный, без каких-либо специй. И очень вкусно, кстати, этот соус использую для овощных салатов. Он придаст им питательности и дополнительного белка. Итак, сметана номер 2 готова. И сметана номер 3. Пожалуй, это мой самый-самый любимый рецепт, потому что для его приготовления мы будем использовать кедровые орешки. Кедровые орешки вообще являются одними из самых полезных из орехов, потому что в них меньше всего антинутриентов. Семена белого льна. Я предлагаю измельчить заранее в кофемолке. Вместе с семенами льна давайте измельчим горчицу. Этот, кстати, соус будет со специями. Потом расскажу, куда лучше его применять. Вжик-вжик. Семена льна и семя горчицы также отправляем в блендер. Еще нам потребуется черная соль, такая специя, как асафетида, она заменяет лук и чеснок. Карри, совсем чуть-чуть на любителя, и кумин. Также лимончик и немного воды. Воды также смотрите, чтобы не было много, чтобы сметана была густая. Ну вот, сметана номер 3 тоже готова. Очень густая, потребуется ложка, чтобы ее вытащить. Эту сметану я люблю использовать для таких блюд, например, как всякие разные завертоны, холодные закуски, потому что в ней много специй, и она уже самодостаточный такой продукт. Очень вкусная, очень густая, насыщенная. Кстати, вот эта вот сметана, она больше напоминает не сметану, а именно майонез. Ну вот и все, друзья, наши 3 сметаны готовы. Поэтому какую выбирать, решать вам, но я могу точно сказать, что это очень полезные продукты. И рекомендую вам их внедрять в рацион не только во время праздников, но и каждый день. В чем же тут польза? Это цельные жиры. Как известно, цельные жиры, они намного полезнее для нашего организма, чем рафинированные масла. Делайте эту сметану и будьте здоровы, друзья. И помните, что питание должно быть умным. Всем пока-пока. Кушайте. Питайтесь. Почему тут польза? В чем же тут польза? Все.